Всем привет! Устали от стандартных так называемых правильных зомби в игре Project Zomboid? В этом видео расскажу о разных предустановленных настройках зомби из различных медиа-зомби-носителей для песочницы и многопользовательской игры. Если вы случайно попали на это видео и впервые слышите про эту игру, советую посмотреть мой краткий гайд для новичков. Ссылку я оставлю в описании. Так как то, о чем я буду говорить дальше, рассчитано на более опытных игроков. Всем приятного просмотра. Думаю, многим известно, что режим песочницы в Project Zomboid — это очень настраиваемый инструмент, и то, как вы можете изменить каждую мелочь поведения зомби, это отражает. Итак, почему бы нам не адаптировать знания по различным лорам зомби-вселенных, чтобы игра стала ближе к вашим любимым фильмам, книгам или играм по зомби-тематике? Каждый раздел будет содержать часть информации о зомби, общий обзор его истории и его характеристик, затем покажу экран с настройками зомби, который вы можете использовать для своей игры в режиме песочницы, а после некоторые примечания и разъяснения по определенным вариантам. Небольшая ремарка: все это личное видение и мнение автора. Надеюсь, оно может послужить вам основой для того, чтобы сделать свои настройки на примере увиденного, если вы со мной в чем-то не согласны. Я буду только рад. Вступление закончилось, переходим к гайду. Зомби в Project Zomboid очень приблизительно основаны на зомби Макса Брукса, представлены в книге The Zombie Survival Guide и в книге World War Z. Неприятный запах в воздухе, замеченный за несколько недель до 4 июля 1993 года, как полагают, связан с каким-то переносимым по воздуху штаммом, который заразил большинство жителей округа Нокс, штат Кентукки, превратив их в нежить. Через несколько дней игроки, предположительно невосприимчивые к этому переносимому по воздуху штамму, начинают выживать. Теории причин варьируются от переносимого по воздуху вируса, неправильно свернутого приона или развившейся коровьего бешенства, происходящего от сети ресторанов Спифа, или военные эксперименты, работа террористов, либо божья воля. В игре эти настройки зомби используются по умолчанию. По словам разработчиков, это канонические правильные зомби. Давайте перейдем к таблице с настройками зомби. Вы всегда можете навестись на любую строчку и прочитать поподробнее, за что конкретно отвечает тот или иной параметр. Итак, скорость, быстро волокут ноги, сила нормальные, прочность нормальные, передача вируса через кровь и слюну, летальность вируса 2-3 дня, реанимация 0-1 минута, разум, базовая навигация, зомби проползают под машинами часто, память нормальная, разложение замедляется плюс слабеют, зрение нормальное, слух нормальный, враждебность к окружению отключено, повреждение построек включено, активность днем или ночью и то и другое, зомби и сигнализации отключено, нокаут включено, удар из-под забора включено. Вот такие настройки стандартных зомби в игре. Зомби Ромеро — это существа-нежить, представленные в 6 фильмах американского кинорежиссера, сценариста, монтажера и актера Джорджа Эндрю Ромеро. Ночь живых мертвецов 1968 года, Рассвет мертвецов 1978 года, День мертвецов 1985 года, Земля мертвых 2005 года. На мой взгляд, начиная с этого фильма, в поисках чего-то нового, серия из классических зомби-хорроров начинает скатываться в трешак. Дневники мертвецов 2007 года и Выживание мертвецов 2009 года. Изначально считалось трилогией «Ночь», «Рассвет» и «День мертвых». В дальнейшем, через 20 лет, последовательность событий была продолжена в 4-м фильме «Земля мертвых». В 5-м и 6-м фильме киноцикла Ромеро вернулся к началу событий апокалипсиса. Первые 3 фильма киноцикла имеют современные ремейки, основное отличие в которых зомби более проворные, быстрые и, соответственно, опасные. Кто не поставит лайк данному видео, тот филе соленого лосося. Хотя «Ночь живых мертвецов» не первый фильм, в котором фигурируют зомби. До него были фильмы «Белый зомби» 1932 года, «Король зомби» 1941 года и «Месть зомби» 1943, но именно «Ночь живых мертвецов» Ромеро популяризировал этот поджанр и заложил основу для него. Как обычно для зомби-медиа, причина возникновения заражения неизвестны. Персонажи строят теории об излучении от зонда НАСА, божественном вмешательстве или какой-то вирусной инфекции, вызывающей появление зомби. Независимо от того, как вы умрете во время
время апокалипсиса Ромеро вы воскреснете через минуту или около того. Эта концепция позже использовалась в «Ходячих мертвецах», но в других зомби-медиа она встречается нечасто. Перейдем к таблице. Скорость еле ходит, сила нормальные, прочность крепкие, передача вируса все заражены, летальность вируса 2-3 дня, реанимация 0-1 минута, разум базовая навигация, зомби проползают под машинами никогда, память нормальная, разложение замедляются плюс слабеют, зрение нормальное, слух нормальный, враждебность к окружению отключено, повреждение построек включено, активность днем, ночью и то и другое, зомби и сигнализация отключено, нокаут включено, удар из-под забора отключено. Ромеро заявил, что правила для его зомби меняются от фильма к фильму. Например, если вам нужны зомби из ремейка «Рассвет мертвецов», снятый Заком Снайдером в 2004 году, то измените скорость на «бегают» с инфекцией только через слюну. По сути, это вдохновило меня на создание этого видео, так как я несколько раз читал две книги Макса Брукса о зомби: The Zombie Survival Guide и World War Z. Фильм «Война миров Z», созданный с отступлениями по книге Макса Брукса с одноименным названием, повествует о глобальном нашествии зомби, которые за довольно короткие сроки сумели уничтожить большую часть населения нашей планеты. Показанные в фильме зомби или просто зики являются быстрыми неживыми созданиями, со стайным мышлением и инстинктами. Найдя все еще живого человека, они начинают его преследовать с целью дальнейшего заражения. Все, что их волнует, это распространение инфекции, в то время как поглощение плоти или нападение на жертву с целью убийства им не интересны. После того, как добыча была укушена, зомби теряет к ней всякий интерес и сразу же переключается на другую цель. В книге же все не совсем так. Зомби не только бегают, но и, подобно своим классическим собратьям, могут неспешно ковылять до своей жертвы, поймав которую, они начинают жадно поедать. При этом поглощенная плоть просто остается в пищеварительном тракте, где гниет или выталкивается через задний проход под давлением новой пищи, либо через глубокие раны на теле создания. И в книге, и в фильме зомби привлекает любой шум, например, работающий двигатель машины или человеческий голос. Если добыча поблизости отсутствует, мертвяки впадают в неактивное состояние, в котором они почти не двигаются, ожидая какого-нибудь стимула для начала атаки. Из их рта, ушей, носа и полученных порезов выделяется черное густое вещество, напоминающее мазут, которое также содержит вирус. Попадание данной жидкости на жертву не приводит к заражению, но лишь при условии, что она не попала сразу в рот, глаза или открытые раны, а лишь на тело. Связано это с тем, что вирус, покидая тело зика, почти сразу погибает. К сожалению, если зомби разорвало на куски, а его кровь забрызгала окружающих, заражение почти неизбежно. Самым эффективным способом передачи вируса является укус или соприкосновение открытой раны живого человека с плотью все еще функционирующего зомби. Макс Брукс, когда писал свои книги, черпал вдохновение из зомби Джорджа Ромеро. Ключевое отличие заключается в том, что люди, которые умирают по несвязанным причинам, не реанимируются. Они не сохраняют воспоминания о своих прежних жизнях и никогда не могут ничему научиться. Например, не прыгать с моста со своими приятелями или не могут вспомнить, как пользоваться инструментами. Зомби в двух книгах Макса Брукса «Руководство по выживанию зомби» и «Война миров Z» созданы при помощи Соланум, на 100% заразным и на 100% смертельным вирусом. В этой вселенной человечество сражалось с зомби с тех пор, как была записана история, начиная с древних наскальных рисунков. Отсутствие общественной информации объясняется обширной государственной цензурой и сокрытием. В книжке World War Z массовая пандемия, возникшая в Китае, изначально игнорируется и позволяет распространиться на страны по всему миру. Хотя большинство мировых правительств изначально некомпетентны в борьбе с вирусом, в конце концов они объединяются и решают что-то с этим делать. Звучит знакомо? Да, эта книга вышла в 2006 году. Цитата. «Представьте себе человеческое тело как набор инструментов. В распоряжении сомнамбулического мозга есть эти инструменты. Он не может создавать новые из воздуха, но он может, как вы увидите, использовать эти инструменты нетрадиционными способами, довести их долговечность до пределов обычных человеческих возможностей». Макс Брукс «Руководство по выживанию среди зомби». Таблицу я буду настраивать по книжке The Zombie Survival Guide, зачитывая оттуда цитаты. «Скорость еле ходят. Было замечено, что самые быстрые двигаются со скоростью всего 1 шаг за 1,5 секунды. Сила нормальные. Упыри обладают такой же грубой
бы силой, как и живые. Прочность крепкие. Есть тысячи способов убить человека, и только один способ убить зомби. Мозг нужно уничтожить любыми возможными способами. В Project Zomboid нет опции только выстрел в голову, так что просто предположим, что любые атаки направлены на уничтожение мозга. Передача вируса через кровь и слюну. Заражение может произойти только при прямом жидкостном контакте. Укус зомби, хотя и является наиболее популярным узнаваемым средством переноса, ни в коем случае не является единственным. Например, заражение может перейти по останкам после взрыва. Летальность вируса 2-3 дня и реанимация 0-12 часов. 16 часов комы, 20 часов остановка сердца, нулевая мозговая активность, 23 часа реанимация. К сожалению, в Project Zomboid нет более конкретных опций для этого. Смертность от инфекции в основном зависит от того, устойчивы ли вы или склонны к заболеваниям. Разум, базовая навигация, умственные способности среднего зомби находятся где-то ниже, чем у насекомых. Зомби неоднократно проваливают лабораторные тесты на интеллект, установленные на уровне грызунов. Зомби проползают под машинами. По крайней мере те, что описаны в книге, никогда. Память долгая. У зомби нет воспоминаний о своей прежней жизни, хотя они будут преследовать людей в течение длительного периода времени. Разложение замедляется плюс слабеют. Средняя продолжительность жизни зомби, как долго они могут функционировать, прежде чем полностью сгнить, оценивается в 3-5 лет. Зрение нормальное. Глаза зомби ничем не отличаются от глаз обычного человека. Слух нормальный. Основной диапазон, по-видимому, такой же, как и у людей. Враждебность к окружению отключено. Повреждение построек включено. Активность днем, ночью и то и другое. Зомби сигнализация отключено. Нокаут включено. Удар из-под забора отключено. Средний живой человек обладает уровнем ловкости на 90% выше, чем у самого сильного гуля. Повторюсь, вся информация взята непосредственно из книги The Zombie Survival Guide. Если вы хотите зомби из фильма «Война миров Z», то поменяйте скорость на бегуны. Думаю, среди тех, кто посмотрит это видео, не осталось людей, которые ни разу не слышали о ходячих из сериала, комиксов и игр The Walking Dead, они же ходячие мертвецы. Зомби во вселенной ходячих мертвецов — это версия Роберта Киркмана, автора комиксов, писателя, продюсера и сценариста зомбей из «Ночи живых мертвецов» Джорджа Ромеро. Не будем говорить о сюжете, мало ли еще кто-то не смотрел, поговорим именно о зомби. Придурок! Ты в танке! Хорошо устроился? Зомби, чаще всего именуемые ходячими, послужили основным катализатором событий во вселенной ходячих мертвецов, являясь его универсальными антагонистами. Так кто же они такие? Это реанимированные трупы людей, сохранившие ограниченные функции и мобильность, выработав при этом неуемную потребность поглощать любую попавшуюся им плоть. Восставший человек не бессмертен, но при этом он способен существовать даже в условиях, в которых живых создания выжить не могут. У них не наблюдается схожие с людьми физиологические процессы, отсутствует регенерация или реакции на сильные перепады температуры. Мозг сохраняет ограниченные способности по контролю тела, позволяя управлять конечностями. Конечно, при условии, что они не разложились до непригодного для передвижения состояния. Несмотря на то, что многие ходячие слабее взрослого человека, они очень живучие и убить их можно лишь уничтожив мозг. Отрубленная голова будет функционировать, не представляя при этом особой опасности, не считая желания укусить окружающих. Дайте-ка я, да что вы в самом деле? Как личности ходячие совершенно неразумные, как уже было сказано, слабенькие создания, которые начинают представлять серьезную опасность в замкнутых помещениях или собравшись в большую группу, именуемую толпой или стадом. В таком виде они представляют большую угрозу, но при этом их легче контролировать из-за особенностей поведения такого скопления мертвецов. О, господи. Большая часть населения нашей планеты, а на момент начала сериала в 2010 году это почти 7 миллиардов человек, были уничтожены зомби. Если учесть, что в самый пик своего существования ходящие превосходили людей в количестве 1 к 5000, то получается, что выживших в 2010 году осталось всего 1 миллион 400 тысяч человек. Что? Как вид, данные создания не эволюционируют и обречены разлагаться, пока от них не останется ничего, кроме скелета. Во вселенной ходячих все люди являются носителем патогена, превращающего недавно погибшего человека в зомби. Неизвестно, откуда произошла эта зараза, как и то, является ли она естественного происхождения или создана человеком. Некоторые ученые, возможно, находясь слегка не в своем уме, не исключают сверхъестественного происхождения. Точная таксономия, к слову, также неизвестна.
Любопытно, что патоген, находящийся в теле живого человека, не убивает его, а находится в неактивном состоянии. Скорее всего, в нейронах клетка головного мозга, генерирующих и передающих нервные импульсы. Сам носитель при этом выглядит совершенно здоровым, как физически, так и внешне. Лишь когда человек погибает, патоген становится активным и превращает его в зомби. Давайте подытожим. Это классические, слабые, тупые, медленные зомби. Тем не менее, это не помешало им уничтожить большую часть населения, армию и полицию. Драма, что еще сказать? Неизвестно, откуда появился возбудитель зомби. Он может быть естественным, искусственным или даже сверхъестественным. У большинства, если не у всех людей, есть дремлющий штамм патогена внутри, оживляющий их, когда они умирают, несмотря ни на что, если только их мозг не был разрушен. Давайте перейдем непосредственно к таблице. Скорость, еле ходят. Сила, нормально. В большинстве случаев они могут одолеть взрослых, здоровых людей, но как только они разлагаются, их сила значительно снижается. Прочность крепкие. Крепкие, так как требуется разрушение мозга, однако когда они разлагаются, они становятся довольно хрупкими. Передача вируса, все заражены. Это означает, что если вы умрете естественной смертью или будете убиты человеком, вы восстанете как зомби. Вы все еще можете заразиться от укусов, хотя вы не можете заразиться, поцарапавшись в ходячих мертвецах, а кровь зомби попадает в рот персонажей в финале 5-го сезона без заражения. Это всего лишь ограничение сеттинга телевизионного сериала. Летальность вируса 0-12 часов, а реанимация 0-12 часов. Цитата. «У нас были сообщения о том, что это произошло всего за 3 минуты. Максимальное время, о котором мы слышали, было 8 часов. В случае с этим пациентом это было 2 часа 1 минута 7 секунд из 1-го сезона 6-й серии. Разум. Базовая навигация. Зомби проползают под машинами никогда. Память нормальная. Разложение замедляется плюс слабеют. Зрение плохое, их радужные оболочки довольно быстро тускнеют и разлагаются после заражения, и Скотт Гимпл сказал, что огонь представляет собой те немногие вещи, которые ходячие все еще могут видеть, наряду со светом и движением. Слух нормальный. Кажется, что они обладают слегка повышенным слухом, что вероятно компенсирует их плохое зрение. Враждебность к окружению отключено, повреждение построек включено, активность днем, ночью и то и другое. Зомби и сигнализации отключено, нокаут включено, удар из-под забора отключено. Им просто не хватает ловкости для этого. В мастерской Steam есть несколько модов, посвященных The Walking Dead. Если вы вдруг захотите еще больше погрузиться в данную вселенную, в ее атмосферу, добавлены некоторые локации сериала: больница, в которой очнулся Рик, ферма Хершела, тюрьма, Новая Атланта, Александрия, ну и так далее. Этот мод достаточно давно не обновлялся, последний раз в апреле 2020-го. Поэтому я скачал его сам, проверил, поиграл где-то, наверное, полчаса, у меня игра не вылетала, поэтому смотрите сами, играть вам с этим модом или нет. Наверняка возможны баги, я просто рассказываю, что такая возможность есть. Зомби — это люди, зараженные мутировавшими осами или другими зомби через укусы, появляющиеся во всех играх серии Dead Rising. Их единственная цель — найти, заразить и поглотить людей. Они медлительны и тупы, их легко отвлечь ярким светом и громкими звуками. Ночью они становятся более агрессивными и жесткими. Ранее они были людьми, которые были заражены паразитическими личинками. Ampulex compressa gigantus, генетически модифицированной осой, первоначально созданной, чтобы помочь обуздать нехватку мяса. Было обнаружено, что королева этой осы реанимирует трупы. Он вырвался из сдерживания в лаборатории и заразил Санта-Кабесу, соседний центральноамериканский город. Позднее американский спецназ жестоко сдержал эту вспышку. Человек, который жил в Санта-Кабесе, отомстил за это и освободил королеву в Уилмоте, штат Колорадо, начав события игры. Подобные вспышки позже произошли в Форчун-Сити, штат Невада, и Лос-Пердидос, штат Калифорния. В центре сюжета первой части находится Фрэнк Уэст, фотожурналист-фрилансер, прибывший на вертолете в закрытый городок Уилмот для поиска эксклюзивных фотоснимков. Высадившись в городе, он дает команду пилоту Эду де Люку вернуться за ним через 72 часа. Поначалу думая, что в городе произошел обычный бунт, Фрэнк с удивлением обнаруживает, что город заполнен ордами зомби. По ходу игры Фрэнк должен спасти как можно больше выживших и разгадать, что же на самом деле стало причиной произошедших событий. События второй части переносят нас в город Фортуну, столицу развлечений, которые заполнили ходячие мертвецы. Отныне каждый житель этого огромного мегаполиса участник кровавого реалити-шоу и должен драться сам за себя. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Главный герой Чак Грин – экс-чемпион мира по мотокроссу. Он один из тех, кто готов сражаться до последнего, невзирая на трудности и подавляющее численное превосходство противника. Во время страшных событий в Вегасе Чак потерял любимую жену, а его дочь Кейти была укушена.
Франклина. Спасая девочку от зомбирования, он должен делать все от него зависящее, чтобы ежедневно давать ей дозу препарата Зомбрекс. Кроме того, Чак ведет расследование с целью выяснить причины, спровоцировавшие нашествие зомби на Фортуну. События третьей части происходят через 10 лет после событий Dead Rising 2 в городе Лос-Пертидос, Калифорния. Игра начинается спустя 72 часа с начала эпидемии. В городе вспыхивает очередная вспышка зомби-вируса. Большая часть населения превратилась в живых мертвецов, а те, кого не успели эвакуировать, оказались изолированы в этом заповеднике неживой природы. Мосты разрушены, тоннели завалены, а у выживших есть всего 7 дней, чтобы найти способ выбраться, прежде чем на город сбросят бомбу. Кто-то смирился, кто-то свихнулся, а главный герой, механик Ник Рамос, с группой уцелевших не оставляет надежд на спасение. Ему-то и суждено стать избранным, найти убежище сопротивления, дать отпор мародерам и разоблачить планы военных. Заметное отличие третьей части от ее предшественниц: все составное оружие собирается прямо на месте. Нашли чертеж и детали, получили пушку. Искать верстак больше не нужно. Это определенно ускорило бои. В четвертой части события разворачиваются в 2022 году, год спустя после событий в Лос-Пердидосе. Фрэнк Уэст, бывший фотожурналист, ныне работающий профессором колледжа, вместе со своей студенткой Вики оказывается внутри военного комплекса, расположенного на окраине Уилмота, штата Колорадо, где узнают об исследованиях над зомби, но их обнаруживают и заставляют бежать, а Фрэнк становится беглецом после того, как он ложно обвиняется правительством. 4 месяца спустя, после Рождества, Фрэнка находит Брэд Парк, который убеждает его помочь расследовать новую вспышку зомби в Уилмоте во время распродажи в Черную пятницу, в обмен на очищение своего имени и иметь эксклюзивные права на эту историю. Как только они прибывают в Уилмот, вертолет Фрэнка и Брэда сбивают ракеты, заставляя их совершить аварийную посадку посреди торгового центра. Свое знакомство с серией я начал с третьей части, мы прошли ее в коопе, потом была первая часть, с удовольствием прошел ее в соло, вторую часть мы так и не смогли допройти, ну и последняя, четвертая часть, как говорится, на вкус и цвет мне не зашла. Давайте перейдем к таблице. Скорость еле ходит, сила нормальная, прочность хрупкие, передача вируса только через слюну, летальность вируса 0-12 часов, реанимация 0-30 секунд, разум, базовая навигация, зомби проползают под машинами никогда, память долгая, разложение замедляются плюс слабеют, зрение нормальное, слух нормальный, враждебность к окружению отключено, повреждение построек включено, активность днем или ночью, зомби и сигнализация отключено, нокаут включено, удар из-под забора отключено, передача, показано, что только укусы заражают людей, но главные герои Dead Rising многократно кусаются и не превращаются, поэтому при желании передачу можно отключить. Resident Evil, вероятно, это первая игровая вселенная, которая всплывает в сознании у людей, когда они слышат про видеоигры с зомби-тематикой. С момента выхода первой Resident Evil серия успела обзавестись фильмами, кроссоверами с другими франшизами и видеоиграми. Технически есть всего 8 оригинальных игр, но Capcom выпустили бесчисленное множество спин-оффов и дополнительных эпизодов, чтобы разнообразить серию и добавить больше неожиданных сюжетных поворотов, ответвлений, связей, монстров и персонажей. С вашего позволения я не буду пересказывать сюжет каждой части, а расскажу о зомби и о вирусе, который их порождает. Разработанный Umbrella в конце 1960-х годов, целью проекта T-Virus было устранение необходимости в крупномасштабной обычной армии и получение дохода для их программы Евгеники, проекта Альберта Вескера. К 1978 году разработка перешла от создания смертельного вируса к тому, который мутировал бы носителей, чтобы они становились сильнее и оставались живых, несмотря на отказ органов и повреждение мозга. Последнее приводило к убийственной агрессии и навязчивому голоду до состояния каннибализма. Исследование доктора Джеймса Маркуса достигло прорыва 13 января 1978 года, что послужило основанием для официального введения названия T-вирус. Зомби – самый распространенный результат мутации людей, подвергшихся заражению T-вируса через загрязненную систему водоснабжения или физический контакт с носителями вируса. Зараженные не имеют разума. После попадания вируса в организм алиментарным или трансмиссивным путем у людей начинают проявляться первые признаки заражения. Время полного прохождения всех этапов мутации у каждого человека индивидуально. Первым симптомом заражения является внезапное появление лихорадки, затем следует невыносимый кожный зуд, локализованный в области опухолей или волдырей. Причинами развития данного явления становится гниение кожной ткани носителя. Глаза зомби покрываются белой или серой слизистой оболочкой. Разрушаются мышечные волокна, а затем клетки мозга, в результате чего происходит потеря памяти и рассудка. На ранних этапах мутации наблюдается также появление галлюцинаций. Зомби оказываются лишены интеллекта, нарушение работы всех функций вегетативной нервной системы приводит к полному отсутствию болевых ощущений. Вследствие поражения мозговых систем наблюдается нарушение речи. Зомби способны издавать только звуки, стонать, мычать и кряхтеть. Скачок
Скачок обмена веществ приводит к ненасытному голоду. Для удовлетворения чувства голода они охотятся на живых существ и питаются плотью мертвых. Человеческая плоть является их основным источником питания, так как содержит вещества, необходимые для поддержания функций ускоренного метаболизма. Высокая кислотность желудочного сока позволяет переваривать и усваивать человеческую плоть. Иногда зомби изрыгает кислоту в свою жертву. Еще одним результатом ускоренного метаболизма становится выносливость зараженного. Ликвидировать существо достаточно сложно. Необходимо уничтожить голову или полностью сжечь тело. В противном случае зомби продолжит преследование своей добычи. Однако известны случаи невосприимчивости к возгоранию. Это зависит от индивидуального уровня деградации мышечной ткани. Зомби отличаются каннибалистическими побуждениями и активным некрозом эпидермиса, придающим им вид ходячих трупов. Они заражаются либо через зараженную воду, так началась вспышка в Ракун-Сити, либо через зараженные укусы и царапины от вируса-носителя. Давайте перейдем к таблице. Скорость, еле ходят. Сила, очень сильные. Прочность, крепкие. Передача вируса через кровь и слюну. Летальность вируса 2-3 дня. Реанимация 0-30 секунд. Разум, базовая навигация. Зомби проползают под машинами никогда. Память нормальная. Разложения замедляются и слабеют. Зрение плохое. Слух плохой, враждебность к окружению отключено, повреждение построек включено, активность днем или ночью и то и другое, зомби из сигнализации отключено, нокаут включено, удар из-под забора включено. Большинство главных героев Resident Evil многократно кусаются и никогда не обращаются, поэтому при желании заражение можно отключить. В мастерской Steam, если вести Resident Evil, есть парочка интересных модов, всевозможные ретекстурки автомобилей, модельки персонажей, шмоток и так далее. Но мне интересным показался конкретно вот этот мод, RE2 Zombie Sounds, который заменяет звуки из оригинальной игры на звуки из Resident Evil 2. Если захотите установить, читайте внимательно инструкцию, там недостаточно только подписаться. Нужно будет вручную заменить пару файлов, но вы только послушайте, что вас потом ждет. Стандартная озвучка зомби заменилась на звуки из Resident Evil 2. По-моему, это офигенно. Твичерс, они же дерганые, самые распространенные враги в игре Afraid of Monsters, бесплатном моде ужасов для Half-Life, обладающий ужасающей скоростью и агрессивностью, способной сокрушить неподготовленного игрока. Их конечности согнуты в неестественных направлениях, некоторые особи передвигаются на четвереньках. Наиболее заметной характеристикой является сильное подергивание их голов. Разработан командой Team Psyscaler в лице Андреса Рампл-Рёнберга и Джеймса Минуит Маршана, будущие разработчики Cry of Fear. Авторы прямо заявили, что дерганые это не зомби. Это какое-то отношение имеет к Project Zomboid? Ну, на самом деле никакого, но русский создатель модов по имени Quailfire сделал несколько отличных модов, которые переносят дерганых в Project Zomboid, и я не мог об этом не рассказать. Вас зовут Дэвид Лезерхоф, и вы зависимы от нового обезболивающего из неизвестной компании. Они продолжают приходить, и вы не можете перестать их принимать. В последнее время вы начали испытывать иллюзии, пробуждающие ваши самые глубокие и самые темные страхи. После передозировки лекарствами Дэвид начинает видеть ужасающих существ, одним из которых является дерганое. Наконец вы идете в больницу в поисках помощи. Однако сначала вы останавливаетесь в ванной, где вас ждет еще одна банка таблеток, стоящая как маяк ночью в ваших развратных глазах. Когда же все это прекратится? Является ли это его кошмаром, от которого он проснется и выживет, или все это эйфория, вызванная наркотиками, которая закончится арестом Дэвида из-за убийства невинных людей, определится концовкой игры? Монстры восстали из твоих кошмаров, не позволяй им сжирать тебя, борись с ними или стань одним из них. Их укус не превращает тебя в зомби, нет, больше ты начинаешь испытывать при физическом ранении и начинает сжирать и твой разум. Твои худшие образы выскакивают наружу, судорожно сопротивляясь с ними, твое тело начинает трясти нечеловечески быстро, ты навсегда станешь заложником своего тела. Ты лишаешься глаз на лице, тем самым ты больше не сможешь видеть, что происходит вокруг. Кошмар внутри тебя лишит окружающего мира, лицо предназначено только для того, чтобы рвать на куски и орать от боли. Страхи, что таились в тебе, начинают гнить твое тело, и ты обретаешь новые глаза на брюхе, руках и ногах. Нет, через них ты ничего не увидишь, они предназначены для нового тебя, что захватил контроль над твоим телом. А тебе только и остается, что сходить с ума в кромешной темноте своего истощающего разума, застрявшим, ждущий, пока кто-нибудь тебя убьет, чтобы избавить от этого вечного кошмара. Давайте перейдем к таблице. Скорость, быстро волокут ноги, сила нормальные, прочность крепкие, передача
передача вируса только через слюну, летальность вируса 0-1 минута, реанимация незамедлительная, разум базовая навигация, зомби проползают под машинами никогда, память короткая, разложения замедляются плюс слабеют, зрение плохое, слух плохой, враждебность к окружению отключено, повреждение построек включено, активность днем или ночью и то и другое, зомби и сигнализации отключено, нокаут отключено, удар из-под забора включено. Ну и в качестве по скриптам давайте расскажу, как установить эти моды. Находим автора QAlfire, либо его коллекцию в Steam, подписываемся на основной мод Afraid of Monster Zombies, далее подписываемся на AOM Z Animation. В описании к моду мододел за большое потраченное время просит оценить его старания пальцем вверх, что мы с удовольствием и делаем, надеюсь вы тоже это прожмете. И также подписываемся на третий мод AOM KOF Game Sounds. Необходимо заменить файл вручную, в описании есть информация, но давайте вместе это сделаем. По тому пути, который прописан в описании к моду, либо то, что вы сейчас видите на своем экране у меня в адресной строке, ищем файл zomboidsound.bank, копируем его, ну и вставляем его в папку по пути, который есть в описании к моду, либо который вы сейчас видите у меня на экране. Соглашаемся на замену. На всякий случай заранее сделайте бэкап этой папки, чтобы в случае чего можно было быстро откатиться назад. Запускаем Zomboid, заходим в раздел моды, включаем три мода. Основной мод Afraid of Monsters, AOM Animation это анимации и KOF AOM Game Sounds звуки. Да, кстати, если кому-то интересно, что за красные полоски над зомби, это мод Combat Text. Вот, собственно, и все. И теперь обязательно перезапускаем игру, иначе у нас не будут работать анимации. Если вы большой фанат игры Afraid of Monsters, у этого мододела в коллекции есть и другие моды. Рескин оружия в игре выглядит достаточно симпатично. Также есть возможность поиграть за главного героя Дэвида Лезерхофа. Но это уже реально для фанатов. Думаю, для обычного игрока хватит и тех трех модов, которые я назвал в начале. В целом игра становится очень атмосферной, особенно ночью. Так что выбирайте появление в 21:00 и продолжительность дня 23 часа. Зомби-мод — это кооперативный режим в играх под серией Black Ops, созданной студией Treyarch. Впервые появился в Call of Duty World at War, а слов разработчика он был добавлен в последние часы перед релизом игры. Сблокировался он после того, как вы пройдете основную кампанию, и никто на него не делал особой ставки, но став весьма популярным среди игроков, впоследствии перекочевал в Call of Duty Black Ops, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4 и Black Ops Cold War. Давайте совсем вкратце расскажу про основной сюжет. Думаю, вообще, кто играл в этот режим, в основном заходили с друзьями подбивать очередные волны зомби, повеселиться и как-то особо в сюжеты не вникали. Но все-таки какой-никакой, но он тут есть. Вы загнали их глубоко в сердце Рейха. Вы думали, что все они мертвы. Но вы были неправы. Элемент 115 — это особенный элемент, преднамеренно выпущенный в нескольких разных измерениях апотиконами, расой потусторонних существ, стремящихся распространить хаос по всей вселенной. Метеориты, содержащие этот элемент, в какой-то момент упали на Землю. Позже этот элемент был обнаружен доктором Людвигом Максисом с его недавно созданной группой 935 для его изучения. Воздействие элемента вызывает кратковременную потерю памяти, психоз, бред, паранойю и, самое главное, реанимацию мертвых клеток. Зомби должны были использоваться немцами в качестве суперсолдат. Создав их, немцы поняли, что они неуправляемы и приведут человечество к гибели. Эти зомби, как известно, не кусаются и не царапаются, а просто забивают до смерти неинфицированных людей. Они неутомимы в своем преследовании и всегда знают, где вы находитесь. Давайте перейдем к таблице. Скорость — быстро волокут ноги. Сила — очень сильные. Прочность — нормальные. Передача вируса — никто не заражен. Летальность вируса — 2-3 дня. Реанимация — незамедлительная. Разум — навигация. Зомби проползают под машинами никогда. Память — долгая. Разложение нет эффекта. Зрение орлиное, слух точный, враждебность к окружению отключено, повреждение построек включено, активность днем или ночью и то и другое, зомби и сигнализации отключено, нокаут отключено, удар из-под забора включено. Зомби в Left 4 Dead — это инфицированные люди, подвергшиеся мутациям под действием искусственно выведенного вируса, называемого также вирусом зеленого гриппа. Концепция зараженных была вдохновлена рядом современных фильмов схожей тематики, такие как фильмы «Обитель зла» и «28 дней спустя». Это не восставшие из могилы мертвецы канонические зомби, а обычные люди, подвергшиеся заражению вирусом подобным бешенству. Зеленый грипп — это возбудитель, который поразил восточную часть Соединенных Штатов, сначала появившись в Пенсильвании, а затем распространившись на юг. Судя по листовкам
маркировкам и надписям, встречающимся в игре, вирус передавался через кровь, через укусы и порезы, хотя власти, по-видимому, предполагали и воздушно-капельный путь заражения. Объяснения причины заражения сильно разнятся. Есть разные граффити, утверждающие, что это может быть правительственный заговор, инопланетное вмешательство или стихийное бедствие. Вирус не поддается никаким исследованиям, так как мутирует почти ежедневно, иногда летая по воздуху, иногда нет, иногда он создает особых зараженных со сверхчеловеческими способностями. Интересно, что иногда их можно увидеть блюющими, нападающими на неодушевленные предметы, сражающимися друг с другом или опирающимся на стену. Возможно, это подразумевает, что вирус медленно их убивает. Давайте перейдем к таблице. Скорость — бегают. Сила — нормальные. Хотя в Left 4 Dead они могут ломать стены и двери за считанные секунды, но если в Зомбоиде сделать их очень сильными бегунами, они убьют вас очень быстро. Решать вам. Прочность — хрупкие. В Left 4 Dead их можно обезглавить взмахом гитары, убить несколькими 9-миллиметровыми пулями, сжечь за считанные секунды и мгновенно убить, если вы приземлитесь им на голову. Передача вируса «Никто не заражен». Ставим «Никто не заражен», либо «Кровь и слюна». В Left 4 Dead все игровые персонажи невосприимчивы. Укусы и жидкости, по-видимому, являются основным путем заражения. Если вы хотите поиграть с заразными бегунами, попробуйте, но будет непросто. Летальность вируса 0-12 часов. Летальность вируса очень непостоянна. Я даже в замешательстве, что здесь нужно выбрать. Дело в том, что в комиксах это происходит за секунды, на граффити ответы варьируются от 5 минут до 1 часа, до 2 часов, до 3 дней, до 4 дней. Пусть будет 0-12 часов. Реанимация незамедлительная. Мгновенно, так как это инфекция, а не классический восставший мертвец. Разум, навигация. Базовая, так как инфицированные, похоже, утратили многие высшие функции мозга. Они будут поджигаться огнем, попадать под взрывы, прыгать со зданий и так далее. Зомби проползает под машинами никогда. Память долгая, потому что в игре они преследуют вас довольно долго. Разложения замедляются плюс слабеют. Зрение плохое. Они сильно реагируют на яркий свет, но их зрение как минимум явно ниже нормы. Это видно из тех же комиксов. Зараженный будет игнорировать выжившего перед ним, чтобы отправиться в погоню за желчью бумера или мигающей самодельной бомбой. Слух точный. События крешендо привлекают зараженных людей из очень удаленных мест. Можно изменить на нормальные, чтобы было немножко полегче. Враждебность к окружению отключено. Повреждение построек включено. Активность днем или ночью и то и другое. Зомби и сигнализации отключено. Нокаут отключено. Удар из-под забора отключено. Они никогда этого не делают. Зараженные или инфицированные — обозначение всех людей, которые подверглись воздействию вируса ярость. Все они без исключения не зомби, а живые люди, которые под воздействием вируса стали невероятно злобными и агрессивными. Зараженные, в отличие от зомби, хоть и стараются покусать свою жертву, но делают это не для пропитания, а для того, чтобы убить ее, перекусывая шейные артерии, либо с целью неосознанного распространения инфекции. Зараженные сохраняют все физиологические процессы, присущие людям, однако из-за вируса они не обращают внимания на любые человеческие потребности, а потому даже прием пищи их совершенно не интересует. Так как же был создан вирус ярость? Ученые из Кембриджского исследовательского центра приматов пытались разработать ингибитор гнева, то есть его погаситель, и использовали вирус Эбола в качестве системы доставки. Изолированные геномы вируса Эбола, по иронии судьбы, мутировали в вирус ярости. Шимпанзе, на которых проводились тестирования, пришли в ярость и стали неуправляемыми. Ученые покинули комплекс. Позже, той же ночью, защитники животных ворвались в лабораторию и выпустили одного из инфицированных шимпанзе. Шимпанзе заразил их, и вирус быстро начал распространяться по Кембриджу, а со временем и по всей Великобритании. Из многомиллионного населения уцелело лишь несколько тысяч человек. Ярость является очень заразным вирусом, который передается через любое количество жидкости из организма носителя, будь то кровь или слюна. Само заражение происходит за рекордно короткий срок от 10 до 20 секунд. У зараженного наливаются кровью глаза и сильно увеличиваются зрачки. Тело и конечности охватывают частые спазмы. А из-за внутреннего кровотечения из глаз, носа, ушей и рта и даже волосяных фолликул выделяется кровь с разной степенью интенсивности. Человек превращается в бешеного, жаждущего убийства монстра.
монстра, который находится в состоянии постоянной, непреодолимой и всепоглощающей ярости. Скорость заражения напрямую зависит от количества жидкости, вступившей в контакт с жертвой. Чем ее больше, тем быстрее будут происходить изменения. Еще вирус способствует постоянному выбросу адреналина в кровь, из-за чего у зараженного существенно увеличивается болевой порог. Помимо этого, значительно повышается сила, выносливость и реакция, а также увеличивается скорость бега. Зараженные остаются живыми существами, а потому сохраняют некое подобие интеллекта, достаточного для ориентации в пространстве и поиска наиболее подходящего маршрута для своей добычи. Они способны отличать мертвых людей от живых, а также быстро теряют интерес к уезжающему транспорту, понимая свои возможности. Из-за ночного образа жизни в дневное время зараженные прячутся в темных помещениях, ожидая появления людей или наступления заката, однако, почуяв добычу, они могут преследовать ее и при свете солнца. В кромешной темноте они легко ориентируются, как мы с вами днем, а любой, даже самый незначительный источник освещения тут же привлекает их внимание. Еще их внимание привлекают громкие звуки, однако если они не могут найти их источник, они довольно быстро теряют всякий интерес. Из-за того, что зараженные становятся одержимым желанием искать и убивать обычных людей, они теряют весь интерес к стандартным человеческим потребностям, таким как гигиена и питание. Именно полная незаинтересованность к пище и приводит в конечном итоге к смерти от истощения, которая наступает в среднем в течение 8 недель. Давайте перейдем к таблице. Скорость – бегают, сила – нормальные, прочность – нормальные. Вы, конечно, можете подкорректировать и сделать их еще сильнее и увеличить прочность, чтобы было точно как в фильме, но играть вам станет очень непросто. Смотрите сами. Передача вируса через кровь и слюну. В одной из сцен одна капля инфицированной кровью попала в глаз персонажа, и он превратился за считанные секунды. Летальность вируса 0-30 секунд. Реанимация незамедлительная. Разум, навигация. Они довольно хорошо ориентируются на местности. Зомби проползают под машинами никогда. Память короткая. В одной из сцен мужчина закрыл и запер дверь перед небольшой группой зараженных, и они стучали в дверь в течение 4 секунд, прежде чем сдаться и напасть на кого-то другого. В другом случае большая группа инфицированных прекратила погоню после того, как группа выживших села в машину и уехала. Разложения замедляются и слабеют. Выбираем это, так как возможная голодная смерть и отсутствие самосохранения инфицированных является важным сюжетным моментом. Зрение нормальное. Слух нормальный. При желании зрение и слух можно подкорректировать. Враждебность к окружению отключено. Повреждение построек включено. Активность днем или ночью? Ночью. Многие выжившие считают, что безопаснее передвигаться днем. В некоторых сценах зараженные появляются ночью или не преследуют группу при дневном свете. Зомби и сигнализации отключено. Нокаут отключено. Можно было бы и включить, но вам будет очень непросто в совокупности с бегунами. Смотрите сами. Удар из-под забора включено. Если вам покажется слишком легко, тогда оставьте активность и днем, и ночью. И да, если вы хотите воссоздать зомби из фильма «Поезд в Пусан», то настройки будут во многом такие же, как и здесь. В газете, найденной в начале The Last of Us, говорится, что вспышка мутировавшего штамма грибка кардицепс распространилась на Соединенные Штаты из-за зараженных культур из Южной Америки в конце 2014 года. Несколько компаний добровольно отозвали свои пищевые продукты, но было уже поздно. Инфекция распространяется через укусы и контакт со спорами. Зараженные становятся бегунами в течение 2 дней, при этом ключевыми симптомами являются повышенная раздражительность и враждебность по отношению к другим. Их кожа бледная, и поскольку грибок в первую очередь поражает глаза, у бегунов плохое зрение, но они сохраняют некоторые человеческие черты. За несколько месяцев примерно 60% человечества были убиты или заражены грибком, позже названным кардицепсной инфекцией головного мозга. Кардицепс, кстати, это реально существующий гриб, который паразитирует в гораздо меньших масштабах на насекомых. Погуглите, если интересно. Было бы здорово, если бы зомби со временем мутировали в другие формы, но без создания обширных модов мы не сможем полностью воссоздать The Last of Us в Project Zomboid. По крайней мере, пока. Однако, если ввести The Last of Us в поиске в Steam Workshop, уже сейчас нам выдаст 2 интересных мода. Last of Us Project Fungi от мододела Мэриэла добавляет грибковые наросты на лица зомби. На этот мод достаточно просто подписаться. И мод The Last of Us Sounds of Infected от Crazy TV. Он уже упоминался ранее, когда я показывал мод Resident Evil Sounds. Здесь точно так же нужно подписаться. В описании написано, по какому пути вам нужно перейти, скопировать файл, закинуть его в папку с игрой, согласиться на замену и активировать эти моды в Project Zomboid в разделе моды. Дальше вам нужно будет перезайти в игру. Ну и вот что в итоге у нас с вами должно получиться.
Также существует Project Red Pine, проект Красная Сосна, многообещающий неизданный мод карты, который пытается передать заросшую эстетику The Last of Us. Все, что я пока про него нашел, это одно видео в ютубе. Нужно подождать и посмотреть, выйдет ли он вообще когда-нибудь. Думаю, сочетание этого мода и NPC, если их когда-нибудь добавят, а точнее сказать вернут в игру, даст возможность на себе прочувствовать атмосферу постапокалипсиса данной вселенной. Реакция общества на заражение была катастрофичной. С заражением большей части населения дефектным грибком, создавая обширную панику, началась всемирная пандемия, вызвавшая тотальное разложение и разрушение общества, подкрепленное вопиющим нарушением прав людей. Военные скрывали жизненно важную информацию, связанную с истреблением неугодных. Цикады, народное ополчение, сформировавшееся в ответ на военное угнетение, начали тщетную борьбу против правительства. Эта группа ополченцев – организация, верующая в создание вакцины от болезней и спасения носителей. Тем, кому удалось уцелеть и не заразиться, было приказано обитать в карантинных зонах. В определенный момент военные провели бомбардировку внешних периметров зоны, уничтожив как зараженных, так и лиц с подозрением на инфекцию. Заразившись, жертва теряет способность рационально думать и вести себя, ориентируется лишь на искаженный инстинкт атаковать и поедать любое здоровое существо. По мере роста грибка он покрывает конъюнктиву, ослепляя носителя. В дальнейшем тело вырабатывает примитивную форму эхолокации, чтобы обнаруживать добычу, что объясняет щелчки щелкунов. Зараженные, хотя и имеют более высокий болевой порог по сравнению с обычным человеком, все еще остаются уязвимыми к обычным ранениям. Давайте перейдем к таблице. Скорость – бегают, сила слабая, прочность хрупкие, передача вируса только через слюну, летальность вируса 2-3 дня, реанимация незамедлительная. Разум – навигация. Зомби проползают под машинами никогда. Память долгая. Разложение нет эффекта. Зрение плохое. Слух нормальный. Враждебность к окружению отключено. Повреждение построек включено. Активность днем или ночью и то и другое. Зомби и сигнализации отключено. Нокаут отключено. Удар из-под забора включено. Если вы хотите зомби, как в фильме Зомбиленд, эти настройки вам также подойдут. Ролик и так уже затянулся от моих намеченных 30-40 минут, поэтому в него не вошли такие зомби-вселенные, как Dying Light, State of Decay и некоторые другие игры. Про какие-то культовые фильмы или игры я мог вообще забыть и не вспомнить. В любом случае, вы можете сами себе сделать их настройки, пользуясь моими вышеупомянутыми шаблонами, так как ранее мы с вами уже разобрали зомби от слабых еле ходящих до сильных бегунов. Вообще, когда я задумывался о создании гайда для новичков, я и мыслил как новичок, что бы я хотел в нем увидеть. Быстрое и интересное действие в видео, которое показывало бы практически все возможности геймплея за исключением мелочей. Этот видеоролик я готовил от лица уже опытного игрока, поигравшего на Апокалипсисе, уставшего от стандартного зомбоида, возможно даже уже удалившего игру. Так вот, что бы я хотел такого увидеть, что заставило бы меня вновь установить зомбоид и поиграть уже с другими настройками. Надеюсь, в этом видео у меня получилось дать такую информацию и кто-то этим действительно вдохновится. Наверняка каждый из нас хотя бы один раз после просмотра очередного фильма задумывался о том, что бы случилось с ним во время зомби-апокалипсиса. Каким бы он стал героем, спасителем человечества и так далее. Не нужно об этом мечтать. Во-первых, уже через неделю, скорее всего, человечество бы погибло. Ну и во-вторых, зачем вам мечтать о зомби-апокалипсисе, если зомби и так уже много среди нас? Друзья, мне важно знать, что мои видео вам нравятся. На их создание уходит все мое свободное от работы время. Это видео я делал больше месяца. Не поленитесь поставить лайк под этим видео. Пишите в комментариях свои мысли, ну или просто понравилось вам видео или нет. Я читаю все комментарии и на многие отвечаю. По возможности делитесь моими видео с друзьями. Все эти действия YouTube расценивает как активность под видео и запускает алгоритм по его продвижению. Оно будет появляться следующим в автоматической очереди воспроизведения, либо выскакивать в списках рекомендованных видео. Короче говоря, очень сильно поможете. На этом все. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели. Желаю вам удачи.